Всем привет! В этом видео я покажу, как я произвожу монтаж колец при сооружении колодцев. Меня давно уже просили создать такое видео, и вот наконец появилось для этого время. Для начала копаю траншеи и котлованы под колодцы. Автомобили, которые принципиально не захотели переставить, аккуратно присыпаю грунтом. При строительстве канализационной трассы ребята рабочие выравнивают дно траншеи, стелем песок. В данном случае, выкопав небольшой участок траншеи, я сразу подвожу песок, а рабочие распределяют его по дну траншеи. Они выравнивают дно, замеряя уклон нивелиром и уровнем. При необходимости подрабатывают лопатами. Я далеко от них не убегаю, для того, чтобы при необходимости углубиться. На данном объекте очень тесно, грунт складировать неудобно. Траншея глубиной более 3 метров, поэтому копаю с небольшим откосом. Все-таки ребята хорошие, жалко. Участок, на котором произвожу разработку – дорога, отсыпанная строительным мусором вперемешку с глиной. Многократно укатана и сверху уложен слой асфальта. А так как на календаре уже зима и чувствуется мороз, верхний слой промерз. Разработку произвожу без применения гидромолота. А эта делегация – местные жители. Что характерно, они всегда знают, как нужно копать траншеи, как равнять дно и самое главное, как устраивать отвал грунта. Что бы мы без них делали? Котлованы под колодцы копаю таким образом, со смещением, из-за того, что вдоль траншеи проходит трасса водопровода и местами труба виляет. Копаю под метровые кольца. В траншею укладываем полиэтиленовую трубу. Так как верхний слой мерзлый, котлованы под кольца копаю небольшие. Естественно, встречаются пересечения с водопроводом, иногда даже такие, протяженностью в 7 метров. Все колодцы, естественно, показывать не буду. Кольца метровые, поэтому могу себе позволить копать даже так. И вот давайте посмотрим сам процесс монтажа. У меня крюк на ковше. Благодаря этому устанавливать паук или чалку очень удобно и надежно. Итак, зацепаем кольцо, и я подъезжаю с ним к траншее. Конечно, не все кольца я монтирую таким способом. Данный способ нужен в том случае, когда нет возможности подвести кольца к котловану передним ковшом и смонтировать стрелой обратной лопаты из-за стесненного пространства на объекте. Лично я таким способом произвожу перевозку метровых колец и комплектующих. И то в передний ковш для баланса набираю грунт или песок, потому что передние колеса отрываются от земли на кочках. 1,5-метровые кольца таким образом не перевожу, так как они более тяжелые. Про 2-метровые я вообще молчу. Я их в принципе не монтирую стрелой обратной лопаты, так как они слишком тяжелые и могут нанести вред экскаватору-погрузчику. 2-метровые кольца я монтирую только фронтальным ковшом. Так как днище уже установлено и труба уложена, рабочий делает отверстие в кольце для трубы. Естественно, при монтаже колец я соблюдаю технику безопасности и заставляю рабочих соблюдать ее. Поэтому, когда в опасной зоне находятся люди, я не приступаю к монтажу.
Как назло, при съемках видео разрядился аккумулятор камеры, поэтому на экране появляются горизонтальные полосы. Данная бригада рабочих очень ответственные, поэтому стараются выставить кольца идеально ровно, хотя сами кольца не идеальной формы. Так как аккумулятор на камере разрядился, пришлось прервать съемку. Смонтировал колодец, засыпал готовую трассу и продолжил копать траншею дальше. В этом месте глубина уже меньше, поэтому откосы делать не стал. Выкопал котлован под кольца, установил днище. И снова рабочие уложили трубу. Так как кольца складированы рядом, я произвожу монтаж без перевозки. А вот крышку приходится подвозить.
А дальше я засыпал трассу песком таким образом. Подъезжал к колодцу с песком в фронтальном ковше, высыпал несколько ковшей, затем разворачивался и обратной лопатой толкал песок, попутно выравнивал слой песка над трубой. А после этого засыпал траншею грунтом и снова подвозил песок. И так много раз. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем добра, пока.